Город-лабиринт привлекает людей, которые хотят стать искателями приключений со всех концов страны. Люди разных рас и происхождения приезжают туда, чтобы стать сильнее, охотиться на монстров и заработать славу и деньги. Ник один из таких искателей приключений, у которого, кажется, есть все. Он отлично владеет мечом, у него замечательная девушка, и он состоит в известной группе. У него все было хорошо, пока однажды лидер группы, Аргус, который был ему приемным отцом и учителем, не вызвал его. Аргус сказал Нику, что больше не хочет видеть его в своей группе, потому что у него нет духа искателя приключений. Он обвинил его в том, что он слишком самодовольный и правильный, потому что пытался выгнать члена группы, который воровал деньги из их бюджета. Это сильно задело Ника, но на этом его беды не закончились. Позже в тот же день он встречает свою девушку Клодин в таверне и рассказывает ей, что его выгнали из группы. Он ожидал, что она посочувствует ему, но оказалось, что Клодин была охотницей за деньгами. Она назвала Ника бесполезным неудачником, потому что он потерял работу и бросила его, не раздумывая. Опустошенный после того, как дважды за один день его сердце было разбито, он сидит у фонтана, не замечая, что его поливает дождь. Внезапно к нему подходит голубоволосая девушка, и он пытается прогнать ее, но она просто дает ему билет на свое шоу. Она говорит, что она начинающая певица по имени Агата и просит Ника прийти на ее выступление, если ему больше нечего делать. Она оставляет ему билет и свой зонтик и убегает, называя его мистер Бродяга и прося обязательно прийти. Ник решает посмотреть ее выступление, почему бы и нет. Но как только он видит выступление гея, он полностью погружается в это. Он становится фанатом аниме и тратит все свои деньги на мерч с Агатой. На следующий день он идет в гильдию искателей приключений, потому что ему нужны деньги на мерч. Он пытается найти какую-нибудь вечеринку, но все места уже заняты. Ник замечает в углу блондина, который стоит один, и решает заговорить с ним. Но он вспоминает, как его выгнали с прошлой вечеринки, и не решается подойти, и блондин уходит с кем-то другим. Ник весь день не может ни с кем заговорить и идет в таверну, чтобы выпить и забыть о своих неудачах. Он садится за столик, пьет дешевое пиво и ест безвкусную еду, а вокруг него люди обсуждают силу дружбы, которая вызывает у него отвращение больше, чем еда. Вдруг в таверну заходит компания свободных людей, и им приходится сесть за столик Ника, потому что больше свободных мест нет. Они садятся по одному, и Ник понимает, что они не вместе. Первый из них – богатая девушка в модной одежде, с волшебной палочкой и большим магическим камнем. Ник понимает, что она из знатной семьи, но не может понять, что она здесь делает. Второй парень в этой компании выглядит как священник, судя по его одежде, но он уже пьян и от него пахнет дешевыми женскими духами. Это наводит Ника на мысль, что он только что пришел сюда из района красных фонарей. Кроме того, у него нет на груди знака священника, а значит, его уволили из церкви. Последняя за столом девушка-дракон, у которой все тело в шрамах. Ник понимает, что она многое повидала в своей жизни, но в глубине души она похожа на испуганное раненое животное. Наконец приносят выпивку, и Ник хочет произнести тост за все, что он потерял сегодня, и за этих троих неудачников, сидящих с ним за одним столом. После того, как он допивает пиво, он со стуком ставит кружку на стол и кричит, что людям нельзя доверять. Он был не один, и все остальные тоже закричали одновременно. Они смотрят друг на друга и понимают, что все они чем-то похожи, поэтому начинают рассказывать свои истории. Первой начинает богатая девушка по имени Тиана. Она рассказывает, что когда-то была лучшей ученицей в самой престижной магической школе в стране. Все восхищались ее способностями и скромностью. Однажды она пришла в столовую и увидела, что ее жених сидит там с другой женщиной. Сначала Тиана ничего не заподозрила и начала рассказывать ему о том, как прошел ее день и как учителя хвалили ее за новую магию. Но оказалось, что ее поклонник – жена-ненавистник с очень маленьким и хрупким эго. Он чувствовал себя униженным достижениями Тианы и начал кричать на нее, что она слишком высокого мнения о себе. Девушка, которая была с ним, тоже обвинила Тиану в том, что она унижала других учениц, которые не были дворянами, как она. Она даже сказала, что Тиана соблазняла учителей, чтобы получать хорошие оценки, и ее парень в это поверил. Он даже не дал Тиане возможности объясниться и расстался с ней. После этого Тиана, убитая горем, ушла из школы и получила разрешение от отца жить отдельно. Она приехала в Лабиринт-Сити, чтобы найти работу, но никто ее не брал. Но однажды, когда она жаловалась на свою судьбу, она увидела объявление о компании, занимающейся азартными играми. Тиана купила билет и выиграла в первую же игру. Вскоре она стала профессиональным игроком и проиграла все, что у нее было, и у нее не осталось денег даже на оплату жилья. Поэтому она решила попробовать себя в авантюрах и на следующий день отправилась на поиски приключений. Но когда кто-то пытался ее завербовать, она отпугивала их своим хмурым видом. Поэтому она пошла в таверну, чтобы напиться с горя. Там священник представился как Зем, который раньше был уважаемым целителем в своем маленьком городке. Одна девушка из города часто помогала ему, собирая для него много целебных трав. Зем поблагодарил ее и дал ей хорошие
карманные деньги за работу. Однажды ночью девушка пришла в его клинику довольно поздно с какими-то травами. Зем хотел дать ей монету, но она схватила его за руку и попросила любить ее как женщину. Зем был человеком с характером, он сказал девушке, что ему запрещено с кем-либо встречаться, потому что он священник, вместо того, чтобы сказать ей, что она слишком молода для свиданий. Девушка была глубоко обижена его словами, поэтому убежала, плача и проклиная его. На следующий день, когда Зем лечил своих пациентов, в клинику ворвалась толпа священников и забрала его. Зем увидел, что помощница выглядела очень расстроенной и обиженной. Он сразу же попытался подойти к ней и спросил, что случилось. Но вскоре он узнал, что девушка обвинила его в домогательствах только потому, что он не принял ее предложение. Она начала плакать, выбрасывая монеты, которые он ей дал, и сказала, что он дал их ей в качестве взятки. Но у него даже не было возможности объясниться, и его на 3 месяца посадили в ужасную тюрьму. Когда его выпустили из тюрьмы, его выставили на всеобщее обозрение перед разгневанной толпой, а затем навсегда изгнали из родного города. Зем вскоре добрался до захудалой гостиницы в соседнем городе, где его уже ждала красивая женщина с оливковой кожей. Она приветствовала его улыбкой, и Зем заметил, что у нее сильно болит спина, поэтому он предложил ее вылечить. Он всю ночь занимался с ней любовью, и утром женщине стало намного лучше. Она сказала Зему, что считает его хорошим человеком. Она посоветовала ему отправиться в город-лабиринт и стать искателем приключений, чтобы жить свободно, не чувствуя вины. Кроме того, она дала ему сумку с одеждой Клэр, посох и волшебную книгу. Зем сказал, что не может принять это, но женщина настаивала, чтобы он оставил их, потому что когда-то они принадлежали ее подруге, которая была искательницей приключений. После этого Зем полюбил зрелых женщин и приехал в город, чтобы развлечься с ними, пока работает искателем приключений. Девушка-дракон последняя, и когда Ник просит ее рассказать свою историю, она пугается. Она говорит, что кто-то из близких украл у нее что-то очень ценное, и все смущаются, думая, что она говорит о своей девственности. Оказывается, что девушка-дракон слишком пьяна, чтобы нормально говорить. Они выпивают еще, и на следующее утро Ник просыпается в незнакомом месте со своими вчерашними собутыльниками. Тиана говорит всем, что это ее комната, и просит их уйти. Все уходят, но Ник внезапно просит их остановиться. Он спрашивает, считают ли они, что им стоит разойтись. Он говорит, что если они будут держаться вместе, то смогут заработать достаточно денег, чтобы жить комфортно. Он подчеркивает, что они все изгои, которым некуда податься, поэтому им стоит создать свою группу. Они тут же соглашаются и идут в гильдию искателей приключений, чтобы зарегистрироваться. Пожилая женщина-регистратор смотрит на них и замечает, что Ник – главный атакующий игрок известной группы, а Керн – единственная в истории, кто смог выбраться из подземелья на морском уровне живой. Она спрашивает, как они будут называться, и Ник отвечает, что они будут известны как выжившие. Тем вечером они все вместе сели, и Ник сказал, что их уже предавали раньше, поэтому он хочет установить правила, чтобы такого больше не случалось. Первое правило – никто не вмешивается в чужую жизнь и не лезет не в свое дело. Во-вторых, они будут следить за деньгами, чтобы их не доверили одному человеку. И самое главное, они должны выжить любой ценой. На следующее утро они начали исследовать подземелья первого уровня, которые были очень простыми. Но чтобы перейти на следующий уровень, им нужно было победить босса. Так как Зем и Тиана никогда не участвовали в настоящих сражениях, Ник рассказал им, как сражаться с монстрами. Он показал им слизня и объяснил, как его убить и достать ядро, которое можно продать на рынке. Все шло хорошо, они болтали и смеялись, пока не добрались до следующего этажа, где все доставали ядра. Тиана сказала, что это очень легко, и что она может сражаться с более сильными противниками, потому что побеждала гоблинов и даже орков. Но тут она поскользнулась на слизне, и другой слизень прилип к ее лицу. Она убила их, а Ник рассмеялся и сказал ей быть осторожнее. Тиана разозлилась и попыталась убить слизня ледяной магией, но случайно попала в своих друзей. К счастью, Каран был опытным искателем приключений и заблокировал ее магию мечом, но Тиана попыталась извиниться, и атмосфера изменилась. Но Каран выходит из себя и говорит ей, что она пыталась ему довериться, но вот что она делает в первый же день. Они ссорятся до конца дня, но в итоге добираются до верхнего этажа. По дороге Зим комментирует огромную розовую слизь впереди, и Ник отвечает, что это босс Лайма, которого им нужно победить. Недолго думая, Тиана, тупая великанша, бросается на босса и использует мощную ледяную магию. Ледяная сосулька замораживает слизь, но как только Тиана думает, что победила, слизь взрывается и затапливает их своей жижей. Они выбираются из подземелья, достигнув цели, но теперь им нужно отмыться от липкой субстанции. Пока они моются, Ник говорит Тиане, что ей нужно успокоиться и спрашивать совета, когда она ничего не знает. Он также говорит Зему, чтобы тот оставался в стороне, потому что у него нет никаких атакующих способностей. Он понимает, что никто из них не доверяет друг другу, поэтому начинает тренировку. Он раздевается до трусов и раскладывает все перед ними, объясняя, что он мечник, который хорошо владеет рукопашным боем и легким оружием, но не может использовать магию. Не может никого исцелить,
убить и даже не может использовать тяжелое оружие, как Коран. Он объясняет, что люди боятся, если не знают, на что способен другой человек, но теперь они знают его точные возможности, и, надеюсь, это поможет им больше ему доверять. Священник медленно рассказывает о своих способностях и слабостях, говоря, что он хорошо лечит людей, но совершенно не умеет атаковать и может быть легко побежден любым магическим или физическим способом. Затем выступает Тиана и, чтобы показать, что она раскаивается, выходит вперед и говорит, что она хорошо владеет магией льда и ветра, а также может использовать магию молнии и земли. Но ее самая большая слабость – это магия огня и ближний бой. Затем она возвращается на свое место и садится, дрожа от обиды, но потом бросает огненный шар, чтобы разжечь небольшой костер, который ее согреет. В конце концов они мирятся и отправляются в лес гоблинов, где на них нападает целая толпа гоблинов. Ник объясняет, что эти гоблины не очень сильны, но нападают группами и могут устроить ловушку, если искатели приключений не будут осторожны. Один из гоблинов пытается ударить Зема, но тот блокирует атаку, а Ник быстро убивает гоблина. Затем он идет вперед и рубит гоблинов на мелкие кусочки, прежде чем Тиана снова спасает Зема от нападения. Они успешно побеждают первую волну, и Ник просит Тиану найти, где прячутся остальные гоблины, так как она может чувствовать магию. Она говорит, что впереди еще около 10 гоблинов, но немного волнуется, потому что чувствует присутствие гоблина, который отличается от остальных. Потому что у него в 5 раз больше магии, чем у обычного гоблина. Ник сразу же насторожился и сказал, что это должно быть разновидность гоблинов, называемая хобгоблинами. Он сказал, что хобгоблины очень сильны и обычно появляются на поздних этапах игры. Зем спросил, не стоит ли им отступить, но Ник ответил, что отступать нельзя, иначе гоблины нападут на ближайшие деревни. Он придумал план, сказал, что хобгоблины практически неуязвимы для магии, поэтому лучше всего атаковать их физически, а это может сделать только Коран. Он сказал, что они с Кораном пойдут в атаку, а его задача поддерживать их и лечить, а Тиана будет прикрывать их огнем. Все согласились с планом, и битва началась. Керман и Ник побежали к гоблинам, а Тиана использовала свои ледяные осколки, чтобы убить нескольких из них, а Зем продолжал их лечить. Баха-Баблин призвал еще несколько скрытых гоблинов, а Ник быстро расправился с теми, что были перед ним. Коран доверился Тиане и побежал вперед, а Тиана использовала свои ледяные осколки, чтобы убить гоблинов перед собой. Коран бросился к хобгоблину и нанес мощный удар огненным мечом, мгновенно убив его, а Ник прикончил остальных. Они поздравили друг друга, и Ник объяснил, что им нужно забрать рога у гоблинов, потому что их можно продать на рынке. Керн в конце концов разговорилась с ними и рассказала свою историю. Она сказала, что люди-драконы всегда должны быть рядом с героем, которому они готовы отдать свои жизни. Раньше таким человеком для нее был Калиос, с которым она недавно познакомилась. Он всегда был очень добр к ней, и она, в свою очередь, всегда была готова рискнуть ради него жизнью. Однажды он сказал ей, что им нужно спуститься в подземелье с ранга, чтобы кое-что сделать, и, конечно же, она сразу согласилась. Но перед тем, как спуститься в подземелье, она положила все свои важные вещи, включая семейную реликвию, которую ей подарил отец, в сумку, чтобы не потерять. Но в последний момент Калиос сказал ей, что они не смогут унести столько вещей, поэтому ей нужно оставить сумку здесь. Она, конечно же, доверилась ему и пошла с ним и 2 его друзьями вглубь подземелья. Она убила множество монстров-насекомых, в то время как остальные просто собирали добычу. Позже Калиос сказал ей, что им нужно сразиться с финальным боссом, гигантской змеей в горшке. Он объяснил, что если змея увидит их, то спрячется в горшке, и они не смогут атаковать ее магией, поэтому Коран должна атаковать сам горшок, чтобы змея вылезла и напала на нее. И тогда они смогут ее победить. Коран согласилась и сразу же бросилась к горшку, сдвинув его, и змея вылезла из горшка и напала на нее. Один из магов атаковал змею огненным заклинанием, и змея начала готовиться к ответной атаке. Коран спросила Калиоса, что происходит, но он сказал ей продолжать атаковать и не волноваться. Она снова ему поверила и продолжала отвлекать змею, ожидая, что Калиос ей поможет. В конце концов, змея нападает на нее и отравляет своим ядом, раня ее. Она падает на землю без сознания. Она видит, как Калео подходит к изможденной змее, убивает ее своим мечом и говорит Корану, что змея очень слабеет после использования смертоносного яда, и что им нужно было только, чтобы она это сделала. Они смеются над ней и уходят из подземелья, забрав все награды. Каким-то образом ей удается выбраться из подземелья, и она ползет обратно в таверну, где они остановились, и падает без сознания у входной двери. Все вокруг собрались вокруг нее и начали задавать вопросы, потому что Калиос сказал им, что Коран погиб в подземелье. Она спросила, где он, но хозяин таверны ответил, что он давно уехал из города. Коран сразу же бежит в ее комнату, где сбываются ее худшие опасения. Она не находит свой кулон с семейной реликвией,
который был драгоценностью короля драконов. Она выходит из комнаты, совершенно опустошенная, и ищет Калео, но не может его найти. Однажды она увидела очень известного, одинокого искателя приключений по имени Фиш. Каран начал ходить за ним по пятам и ходил за ним по всем ресторанам, в которые он заходил. Она начала заполнять пустоту в своем сердце вкусной едой, которую научилась готовить у пятых. Но через некоторое время у нее закончились деньги, и она поставила себе цель зарабатывать деньги, есть вкусную еду, и тогда она встретила свою команду. На следующий день Ник проводит время с Керном на рынке. Они с ней перекусывают и разговаривают о жизни в целом, что еще больше укрепляет их доверие друг к другу. В тот вечер они возвращаются в таверну, где, кажется, их уже узнают многие. Администратор вызывает их наверх, где их ждет пожилая женщина, которая может дать им особое задание. Она объясняет, что есть особое устройство, созданное древней цивилизацией, которое может сделать меч с помощью технологии, которая сегодня утеряна. Их задача — найти этот меч, за что им хорошо заплатят. Ник записывает все детали, и на следующий день они отправляются в это место, убивают монстров и продвигаются дальше. Это место кажется очень технологичным для того времени. Здесь есть камеры, автоматическое освещение и все такое. Они добираются до места, где горит зеленая лампа, но когда Ник пытается ее проверить, стена отодвигается и открывает огромную темную комнату. Они заходят внутрь, где включается свет и раздается голос, поздравляющий их с путешествием. Они понимают, что голос исходит от сломанного меча в центре комнаты, но вскоре осознают, что это легендарный меч, за которым их послали. Они немного думают об этом, прежде чем взять меч, но меч сопротивляется, говоря, что они не должны его продавать, потому что он уже достаточно долго здесь заперт и хочет увидеть какое-нибудь действие. Внезапно происходит мощный взрыв, и меч говорит им приготовиться, потому что он их защитник. Из-за этого проснулся голем. Из пыли появляется гигантское, похожее на каплю существо, и с грозным рыком направляется к ним. Тиана быстро выпускает в монстра несколько сосулек, но тот поглощает их, а Каран подбегает к нему и разрубает на куски. Меч кричит ей, чтобы она отошла, но Каран не слушает, а монстр в ответ выпускает в нее сосульки. Одна из них попадает ей в живот, а другая в голову, и она падает. Зем тут же начинает лечить ее, а Ник решает атаковать, понимая, что ситуация может ухудшиться в любую секунду. Он пытается разрубить ноги монстра, но тот мгновенно регенерирует и нападает на него. Ник кричит остальным, чтобы они подняли Каран и бежали к двери, чтобы спастись. Он уворачивается от атак, а меч на спине монстра кричит, что ни дальнобойные атаки, ни острое оружие не могут его ранить, и что нужно использовать его, потому что это единственный способ убить голема. Ник решает последовать совету и хватает меч, и тот тут же начинает светиться и превращается в энергетический клинок. Остальные пытаются выломать дверь, но Тиана сообщает, что она не поддается, и они ничего не могут с этим сделать. Голем снова нападает на Ника, но на этот раз он уворачивается и наносит удар, отрубив ему руку. Но, к сожалению, отрубленная часть голема оживает и хватает Ника, а голем пробивает его насквозь и бросает в дыру в земле. Тиана тут же замораживает голема заклинанием и кричит Курану, чтобы тот нашел Ника и убедился, что с ним все в порядке. К счастью, заклинание, кажется, сработало, потому что голем застыл на месте, а Куран побежал к дыре. Но, к удивлению, голем смог выбраться изо льда и пошел к ним. Зем тут же накладывает на Тиану заклинание, а она снова использует магию, чтобы выиграть время для Курана и Ника. Куран спускается в подвал и находит Ника под завалами, и она тут же начинает их разбирать. Ник говорит ей, чтобы она оставила его и убегала, но она отказывается и велит ему заткнуться, потому что они либо все вместе выберутся отсюда, либо никто. С этими словами она убирает последний камень с Ника и помогает ему встать, и его вера в нее становится еще сильнее. Внезапно меч велит Нику произнести особое заклинание. Тем временем Зем и Таяна уже на пределе, потому что у них не осталось магии, а голем все приближается, чтобы их прикончить. Но когда уже казалось, что все потеряно, из дыры появился Ник и разнес голема на мелкие кусочки. Тиана и Зем потрясены, увидев, что Ник слился с мечом и превратился в прекрасного воина с щитами и крыльями. Это произошло благодаря силе древнего меча, который на самом деле является мечом Ус. Похоже, что ядро голема все еще работает, потому что он снова восстанавливается, но Ник в своем слиянии с мечом невероятно силен и полностью уничтожает голема. А ядро падает на землю. Внезапно Карен и Ник расцепляются и лежат на земле, тяжело дыша, с мечами в руках. Наконец-то они могут вернуться в гильдию, где отдают меч-копию старой женщине-администратору, потому что меч превратился в маленького беловолосого мальчика по имени Кидзуна.
который умоляет их не продавать его в другую антикварную лавку. К счастью, все заканчивается хорошо, и они возвращаются в дом Тианы, где делят деньги поровну, а потом каждый идет своей дорогой, чтобы провести свободное время. Позже Ник и его друзья собираются в таверне, где Ник показывает им, сколько денег у них осталось после того, как они потратили все свои сбережения. Оказывается, что у них едва ли хватит денег даже на закуски, что всех огорчает, но Ник поднимает им настроение, подбадривая их и призывая отправиться в следующее подземелье. Они входят в подземелье и видят ледяное озеро, в котором замерзли какие-то существа. Они также замечают огромного огра, сидящего на льду, и все подкрадываются к нему, стараясь не шуметь и готовясь к засаде. Карен подходит еще ближе к монстру, воспринимая это как игру, что возбуждает Кадзуму, но он хочет проявить себя. Поэтому просто подбегает к огру и кричит на него, что нарушает их план. Он достает свой меч, когда монстр замахивается ледяной дубинкой, но, к счастью, Казуна успевает подставить меч под удар. Это всех удивляет, ведь огр кажется довольно сильным, и никто не ожидал, что Казуна просто отразит атаку своим тонким мечом. Огр отступает и выпускает в него ледяную стрелу, но Казуна просто отбивает ее, как будто играет в теннис. Он тут же бросается на монстра и пытается ударить его мечом, но огр блокирует удар своей дубинкой. Казуна просто улыбается и использует еще одну удивительную способность, которая делает его клоном самого себя, и окружает огра, нанося удары с обеих сторон и мгновенно убивая его. Все подходят к нему, а Ник замечает, что он немного устал, хотя ничего не делал. Казуна отвечает, что это потому, что он использовал выносливость и ману Ника для выполнения этих навыков, ведь они связаны. Они выходят из подземелья, и хотя Тиана и Зен хотят отдохнуть, Каран, Казуна и Ник голодны, поэтому они идут в ближайшее кафе. Как только Ник видит кафе, куда они идут, его сердце замирает, потому что он понимает, что это то самое кафе, куда они с его бывшей девушкой часто ходили. Кроме того, именно здесь она его бросила. Он пытается уговорить остальных пойти поесть в другое место, но они уже зашли внутрь, и ему приходится идти за ними. Войдя, они заказывают еду, но Ник выглядит подавленным. Вдруг он слышит знакомый голос и оборачивается, чтобы увидеть свою бывшую девушку Клодин, которая сидит на том же месте, где раньше сидела с ним. Рядом с ней сидит какой-то парень, и он дарит ей подарок на день рождения, а она говорит, что ей нужны деньги, чтобы вернуться домой, потому что ее мама очень больна. Бедный парень Мэйв сразу же говорит, что она может не волноваться, он что-нибудь придумает. Нику это надоело, и он подходит к их столику и садится рядом с парнем, к ужасу Клодин. Бедный парень кажется очень смущен, а Ник спрашивает, сколько раз в году у нее день рождения, потому что пару месяцев назад она праздновала его вместе с ним, и он подарил ей подарок. Парень кажется очень смущен, а Клодин поворачивается к Нику и говорит, чтобы он отстал от нее. Ник продолжает, говоря, что он думал, что ее мать уже умерла, потому что пару месяцев назад ей нужны были деньги на похороны. Это выводит ее из себя, она встает и бросает подарок Нику, а потом убегает. Парень грустно смотрит на него, а Ник говорит, что ему повезло, что он увернулся от пули. На следующее утро Ник и его друзья сидят в таверне и завтракают, когда огромный парень-тигр выливает на него напиток. Ник невозмутимо смотрит на него, а потом узнает, что его бывшая девушка и парень-тигр пришли сюда, чтобы отомстить. Парень-тигр по имени Леон говорит, что слышал, как Ник доставал Клодин. Ник просто улыбается и говорит ему, что больше не общается с охотницами за деньгами. В ответ Леон просит его решить этот вопрос на улице, и они оба выходят. Они заходят в темный переулок, где Ник готовится к драке, но Леон тут же начинает извиняться и говорит, что он уже устал от Клодин и хочет с ней расстаться, потому что она уже достаточно помогла ему заработать денег. Оказывается, Клодин – член банды Леона, и она помогала им обманывать людей. Леон думает, что Ник тоже обманывает его банду, с которой он сейчас работает, и предлагает ему присоединиться к ним, когда он закончит воровать у них деньги. Это злит Ника, и он наносит мощный апперкот, от которого Леон отлетает в сторону. Кот тут же встает и, как настоящий трус, достает свой жезл, чтобы напасть на Ника. Но Ник просто уклоняется от его атаки, контратакует и прижимает его к земле, взяв в захват руку и ногу. Внезапно он чувствует магическую атаку в спину. Он оборачивается и видит мага, который, похоже, работает на Леона. Прежде чем они успевают напасть на Ника вместе, появляется Керн и своим хвостом подвешивает мага вверх ногами, а Ник просто уходит. Леон пытается напасть, но вынужден остановиться, когда видит старуху из гильдии, которая велит ему убираться, пока она не позвала стражу. Леон, к всеобщему удивлению, заявляет, что официально вызывает Ника на дуэль. Они все заходят внутрь, и Леон объявляет, что они будут участвовать в математической дуэли, в которой Ник и он будут сражаться друг с другом на ринге, а один человек из каждой команды будет решать математические задачи. Тот, кто быстрее решит задачи и даст правильные ответы, получит право нанести удар своему товарищу по команде. Это дуэль в новинку для всех, кроме Ника.
Старушка достает мешочек, в котором лежат бумажки с именами каждого участника команды, чтобы выбрать тех, кто будет решать задачи по математике. Из команды Леона выбрали Клодин, а из команды Ника, к сожалению, выбрали Керман, которая даже не знает основ математики, потому что ей это никогда не было нужно. Керман в шоке и очень нервничает. Она даже не может ничего сказать, потому что знает, что не умеет решать задачи по математике. Позже Зем дает ей пробный экзамен, чтобы проверить ее уровень, и оказывается, что даже самые простые задачи по математике ей не под силу. И она правильно решает только 20% из них. На следующий день Каран начинает заниматься с ней, а Ник отправляет Зема выпить и собрать информацию об игре в тигров. Наконец, за день до финальной битвы они все собираются у него дома, где царит полный беспорядок. В любом случае, потом он сообщает, что в игре в тигров каждый раз жульничают с помощью магических кристаллов, которые позволяют им телепатически общаться друг с другом. Это значит, что они могут использовать третьего участника как человека, который будет решать все задачи и сообщать ответы своим товарищам по команде. Карен совсем приуныла, ведь она и так не сильна в математике, а теперь, когда другая команда жульничает, она и вовсе не верит, что они смогут победить. Но у Ника есть план, и она делится им с остальными членами команды, которые немного приободряются, ведь теперь у них есть способ поймать нарушителей. На следующий день Ник и Леон стоят на ринге, а Карате и Клодин сидят напротив друг друга, готовые отвечать на вопросы. Старушка зачитывает вопросы, а Ник и Леон обмениваются легкими ударами, которые едва достигают цели. Каран смотрит на вопросы и понимает, что уже решала их раньше, и с радостью начинает отвечать, а Леон говорит, что она все равно ничего не сможет сделать. К счастью, Каран решает больше вопросов, чем Клодин в первом раунде. Но оказывается, что она ответила правильно только на 80 вопросов, а Клодин на 98. Каран проигрывает этот раунд, и Лиам наносит Нику удар в живот. Он бьет его прямо в живот, выбивая воздух из легких. Каран очень переживает, ведь она думает, что из-за нее Ник получил удар. Начинается следующий раунд, им раздают листы с вопросами, и матч начинается. Ник пытается вывести Леона из себя, но тигр умен и просто отступает и уворачивается. Матч заканчивается, и Каран снова проигрывает Клодин, а Ник получает еще один сильный удар в лицо. Керан ужасно испугался и извинился перед Ником, у которого пошла кровь, и сказал, что верит в нее и уверен, что она поможет им выиграть следующий раунд. Это придало Кернан сил, и она снова начала решать задачи. Шейна быстро оглядела толпу, пытаясь понять, кто поможет обманщице, но поняла, что никто не использует магические кристаллы. Она поняла, что другая команда думает, что они легко победят Керан без обмана и поэтому не пытается помочь. Если это случится, план Ника провалится, поэтому они начинают выполнять вторую часть плана, пока Ник пытается выиграть время. Тиана привлекает внимание к себе и говорит, что матчи слишком затянулись, и что нужно решить все задачи сразу, чтобы матч закончился за один раунд. И проигравший получил все штрафные удары. Это всех удивляет, но зрители, которым наскучил медленный темп, с энтузиазмом соглашаются, и все вопросы задают обоим игрокам сразу. Тиана знает, что это рискованно, потому что Керан вообще не умеет решать задачи. Но она знает ответы и начинает заполнять лист, что пугает Клодин. Она знает, что могла бы решить все задачи сама, но сомневается в своей скорости и прибегает к обману, используя свой магический кристалл, чтобы связаться с ботаником, который прячется на башне с часами с калькулятором. Она начинает задавать ему вопросы, и он сразу же отвечает на них. Тана снова осматривает всю территорию и, к счастью, на этот раз замечает мага Ботана. Она покидает арену вместе с Кидзуной и Земом и направляется к сторожевой башне, чтобы схватить мага Ботана. Леон, кажется, замечает, что что-то не так, и пытается предупредить Клодин, но не может, потому что Ник продолжает атаковать его. Тем временем Тиана и остальные добираются до башни и захватывают мага Ботана, из-за чего Клодин расстраивается и теряет самообладание. Внезапно Тиана выходит на арену вместе с привязанным магом Ботаном, который просто улыбается, а Тиана показывает им магический кристалл. Старуха сразу понимает, что происходит, и дисквалифицирует команду Тигра, позвав охранников, чтобы их увести. Позже Ник и остальные идут в таверну, чтобы поужинать и отпраздновать победу. В тот вечер, так как они еще и заработали немного денег, Тана решает пойти в казино. Тем временем Казуна услышал, что в этом казино продают особое мороженое, и Ник вынужден пойти с ним. Они заходят в казино, и Кидзуна встает в очередь за мороженым, а Тиана садится за стол и начинает играть в азартные игры с 4 другими участниками. Она выигрывает огромные суммы денег, а Казума расстраивается, потому что мороженое заканчивается до того, как он успевает его попробовать, и говорит Нику, что лучше бы они ушли. Но Ник предлагает ему немного посмотреть, как люди играют в азартные игры. Тем временем Тиана обчищает какого-то бедного парня, который тратит деньги на
на богатую девушку с голубыми волосами позади него. Внезапно раздается громкий шум, и люди начинают разбегаться в разные стороны, потому что внутри казино появляется огромный тигр-монстр и начинает все крушить. Он раскидывает охранников и загоняет в угол Тиану, спрашивая, где Мик. Она вдруг понимает, что этот огромный монстр – Леон, с которым они сражались накануне. Оказывается, после того, как его схватили, Леон, охваченный ненавистью к Нику, воспользовался мечом, похожим на казуну, и сбежал из тюрьмы. Меч превратил его в монстра, и он пошел по следу Ника, который привел его в казино. Он требует от Тианы, чтобы она сказала, где Ник, но она отвечает, что не знает. Даже когда он угрожает ей, она просто закуривает, и тигр в замешательстве. Внезапно она использует зажигалку, наполненную магией, чтобы отбросить монстра, и убегает с голубоволосой девушкой, которая тоже была с ней. Тигр быстро приходит в себя и бросает в них скамейку, которая преграждает им путь, и отбрасывает их. Он идет к ним, а Тиана приказывает парню с голубыми волосами увести девушку. Монстр подходит к ней и достает меч, готовый убить ее, но Ник появляется вовремя и блокирует его атаку своим энергетическим мечом. Тигр еще больше злится, увидев его, и начинает проклинать, а затем извлекает еще больше темной энергии из своего меча и превращается в еще более огромного монстра. Монстр пытается ударить Ника, но тот ловко уворачивается, а Тиана приказывает ему слиться с ней, чтобы они могли покончить с этим. Они отступают и используют силу Кидзуны, чтобы превратиться в прекрасного рыцаря-женщину в потрясающих доспехах, способную летать. Тиана использует способность создавать ледяную стену, но Леон вырывается и врывается в казино, круша все на своем пути и раскидывая людей. Тиана использует ледяной щит-призму, который захватывает его и пронзает ледяными копьями, но он тоже может выбраться из щита. Наконец он успокаивается, когда Тиана использует карты казино, которые обладают антимагическими свойствами, и они запечатывают эффект особого меча Леона. Большой котенок снова становится обычным и засыпает, потеряв свою силу, а Тиана запечатывает меч в ледяной тюрьме, чтобы он больше никогда не смог им воспользоваться. Лиама снова сажают в тюрьму, где через пару дней его навещает Ник. И они, кажется, мирятся и забывают о своей вражде, прежде чем Ник говорит ему поскорее выйти из тюрьмы, чтобы они могли пойти выпить. Вскоре после этого Ник бежит на утреннюю тренировку и слышит голос, который говорит ему стараться изо всех сил. Он удивляется, потому что голос похож на голос Агаты, его любимой певицы, и думает, что ему это просто кажется. Но на самом деле это Агата, которая бежит за ним и подбадривает его. Она говорит, что живет в сердцах своих самых преданных поклонников, и Ник наконец достиг этого уровня. Она говорит ему сделать перерыв, потому что он должно быть устал, и Ник решает послушаться. Но как только он оборачивается и видит Агату, он приходит в восторг. Позже они сидят на скамейке, и Агата спрашивает Ника, как у него дела, и понимает, что у него наконец-то появилась цель. И он больше не похож на бездомного пса, которого она встретила в первый раз. Она говорит, что очень рада за него, но потом отвлекается. Я слышу ее мысли и понимаю, что в тот день, когда она дала Нику билет, она сомневалась, правильно ли она поступила. Даже когда он пришел на ее концерт, она все еще сомневалась. Она боялась, что, дав Нику билет, она превратила его в отчаянного фаната, который разрушит свою жизнь, пытаясь купить ее вещи. Каждый раз, когда она видела его на трибунах, чувство вины усиливалось, и теперь она рада, что он живет хорошей жизнью. Услышав это, Ник говорит Агате, что если бы он не стал фанатом айдола, его жизнь сложилась бы совсем иначе. Он говорит, что благодарен Агате за то, что она вытащила его из тьмы, и что она настоящий кумир. Она отвечает, что ей приятно это слышать, но она все еще чем-то опечалена. Ник знает, что что-то беспокоит его любимую айдола, потому что она внезапно отменила все свои выступления и публичные появления. Есть какая-то глубокая история о ее нынешнем состоянии. Настоящее имя Эгг Бель, и когда-то она пела в ресторане своего парня, куда никто не приходил. Поэтому никто не слышал ее песен, и она не знала, что ей делать со своей жизнью. Однажды ночью богатый лысый мужчина аплодировал ее песне и начал давать непрошенные советы. Он сказал, что он продюсер, и спросил, не хочет ли она стать айдолом. Агата была слишком ошеломлена, чтобы ответить, и тогда ее парень Данни подошел к лысому. Он пытался выглядеть сурово, но как только услышал, что айдолы могут зарабатывать много денег, тут же переметнулся на другую сторону и продал Агату этому мужчине. Она не была уверена, но Данни назначил себя ее менеджером, а лысый мужчина дал ему билет на концерт айдолов, чтобы они могли больше узнать об этом. Когда Агата пришла на концерт, она стеснялась даже смотреть в глаза другим девушкам, которых тоже приглашали. Но как только айдолы вышли на сцену и начали выступать, Агата была очарована. В тот момент ее сердце наполнилось жадностью,
потому что она тоже хотела быть как айдолы. Она хотела, чтобы люди слушали ее песни и наслаждались ими, и поэтому решила стать айдолом. Другие девушки были такими же, и все они взяли себе сценические имена, когда готовились стать айдолами. Агата добилась успеха и была счастлива на новой работе, но ее отношения с Данни ухудшились. Он начал просить у нее деньги, потому что его ресторан был убыточным, и она не могла ему отказать. Вскоре она узнала, что он проигрывал деньги, которые занимал у нее, в азартные игры, и это ее очень беспокоило. Такое изменение в его поведении заставило Агату задуматься о том, как все начиналось. Донни просто хотел открыть ресторан, где каждый мог бы спокойно поесть, и где всегда была бы сцена для Агаты, чтобы она могла петь и развлекать гостей. Она долго смотрела на ресторан, думая о том, как изменились времена, и в тот же день встретила Ника. Она увидела, как его бывшая девушка рассталась с ним, и ей стало жаль парня. Вскоре начался дождь, и Ник пошел домой, а Агата пошла за ним. Она подошла к нему у фонтана и завела непринужденный разговор, который изменил его жизнь. Вскоре после этого Донни сказал Агате, что возьмет ее с собой в казино, чтобы она увидела, как он выигрывает большие деньги. По какой-то причине эти слова показались Агате расставанием, но она все равно пошла с Донни. В тот день она встретила Тиану в казино и поняла, что та была богиней азартных игр. Агата увидела, как Тиана сметает все со стола и выигрывает, но она чувствовала, что Тиана всегда смотрит на нее. Она поняла, что Тиана не хотела разрушать никого, кроме себя. Поэтому, забрав все деньги, она ухмыльнулась и исчезла в облаке дыма. После этого Агата увидела, как Ник и Тиана слились воедино, но узнала только Тиану. Она увидела, как Тиана победила огромного кота своим волшебным мечом и была поражена. Агата была так впечатлена прекрасной паладином, что считала ее своим вдохновением. На следующий день лысый продюсер выплатил все долги Донни и сказал ему сосредоточиться на готовке, не отвлекаясь. Но он также сказал Донни, что ему нужно полностью прекратить общение с их кумиром, и это не было предложением. Донни пытался уговорить Агату передумать, но она сказала, что его мечта открыть ресторан была невинной и забавной. Она сказала, что хочет быть частью этой мечты и даже готова ради этого бросить карьеру айдола. Но Донни перестал обращать на нее внимание, ослепленный легкими деньгами. Агата сказала, что его жизнь и характер будут только ухудшаться, если он будет с ней, и им нужно расстаться. Донни рассмеялся и смирился со своей судьбой и расставанием. Но он сказал Агате, что это ее потеря, и поклялся, что однажды станет успешнее нее. Донни ушел, а Агата подошла к нему в последний раз, чтобы отдать ему карты королевы, которые она подобрала в тот день, когда увидела Тиану. Она отдала их Донни, сказав, что прекрасная богиня азартных игр защитит его. Он выхватил их у нее из рук, назвав это глупостью, и ушел, попрощавшись. На этом их история закончилась, и Агата вскоре увидела, что Донни работает в самом низу, но они решили не общаться друг с другом. А сейчас Агата вернулась с сольным выступлением. Ник, как и ожидалось, был в зале, и вскоре Агата вышла на сцену. Она извинилась перед фанатами за внезапный перерыв и сказала, что во время него встретила богиню. Агата рассказывает о происшествии в казино, когда прекрасная девушка-рыцарь победила монстра-тигра, и Ник приходит в ужас, когда понимает, что она была там в тот день. Агата говорит, что прекрасная легендарная воительница дала ей надежду и вдохновение, и она написала песню, думая о ней. Агата начинает исполнять песню, а ее друзья играют второстепенные роли. Агата клянется легендарной воительнице, что станет настоящим кумиром, который подарит надежду своим фанатам. На следующий день, когда Ник пьет воду после тренировки в парке, он вдруг слышит голос Агаты. Она притворяется его внутренним голосом и подшучивает над ним, прячась за кустом. Ник вдруг спрашивает, все ли с ней в порядке, потому что в последний раз, когда они виделись, она выглядела подавленной. Агата отвечает, что, конечно, иногда она чувствует себя подавленной, потому что она тоже человек. Она рассказывает, что люди всегда о чем-то беспокоятся, когда она вдруг видит бездомного щенка. Она жестом подзывает его к себе и начинает с ним играть. Ник вдруг отвечает на ее слова и говорит, что когда люди решают проблему, которая их беспокоит, они делают шаг вперед, и это лучшее, что они могут сделать. Несколько дней спустя Кидзуна рассказывает о статье в журнале, в которой говорится о таинственном шагающем человеке. Он взволнованно рассказывает друзьям о шагающем человеке, который, как говорят, похищает людей и обладает сверхъестественными способностями, которых никто не может остановить. Каран говорит, что они должны победить такого злого похитителя, но Ник говорит, что не стоит беспокоиться, потому что шагающий человек – это всего лишь городская легенда. Кидзуна злится и спешит показать Нику свидетельские показания, но Ник отмахивается от них и просит не верить всему, что пишут в третьесортных журналах. Несмотря на это, Кидзуна продолжает разглагольствовать о шагающем человеке, и проходящая мимо зеленоволосая девушка слышит его. Она оставляет визитку на окне, представившись Оливией, одной из главных авторов журнала, который держит Кидзуна. Он говорит ей, что является большим поклонником ее творчества. Затем Оливия врывается в комнату, рассказывая всем, что она не только писательница, но и авантюристка. Она прыгает и делает несколько неуклюжих гимнастических движений,
движении, чтобы показать, какая она крутая. Она спотыкается и врезается в Карана, а затем уходит. Позже той же ночью, когда Зем возвращается из своего обычного похода в квартал развлечений, он видит девушку, идущую впереди него по темной улице. Внезапно ее затягивает в стену, и она исчезает, а Зем теряет половину своего похмелья. С другой стороны, Ник взял Кидзуну с собой на концерт айдолов. Они возвращаются домой, обсуждая, какой крутой Агейт, когда Кидзуна вдруг чувствует, что Зему грозит опасность. Они спешат к нему и видят, что невидимый призрак пытается его ранить. Ник в шоке, потому что понимает, что история о шагающем человеке все-таки правдива. Однако Кидзуна, кажется, заметил, что он невидим. Он бросает меч в шагающего человека, но тот отскакивает. Шагающий человек удивлен, что они его видят. Кидзуна создает своих теневых клонов, чтобы напасть на него, но тот отпрыгивает в сторону и атакует Кидзуну стальной цепью, уничтожая клонов и убегая. Кидзуна проклинает его, и они идут к Зему, который держит девочку, которую пытался похитить тот человек. Они отводят ее в студию Зема, где хозяйка заботится о девочке по имени Рана. Они спрашивают ее, знает ли она что-нибудь об этом происшествии, и она говорит, что у того человека личная неприязнь к ней. Она думает, что никто не поверит ей только потому, что она ребенок, но Ник уверяет ее, что они поверят. Рана рассказывает, что ее мама всегда уходила из дома по ночам, чтобы сражаться с тем человеком, но теперь она пропала и попала в больницу. Она говорит, что ее мама знала, что тот человек похищает детей, но ей никто не верил. Зем говорит, что они верят в историю Рейны, потому что видели того таинственного похитителя своими глазами. Он даже хвалит маму Рейны за то, что она пыталась сражаться с тем человеком в одиночку. Его слова трогают Рейну, и она резко встает и просит Зема принять ее в ученики. Она говорит, что его храбрость, когда он пытался спасти ее, тронула ее и направляется к нему, но Ник останавливает ее. Он собирается рассказать Зему о том, как его предала девушка, которая хотела сблизиться с ним в прошлом, но Зем останавливает его. Он говорит Рейне, что она слишком молода, чтобы быть его ученицей, ей всего 15 лет. Рейна спрашивает, как ей тренироваться до этого момента, и Зем отвечает, что ей нужно хорошо отдохнуть здесь, а завтра утром вернуться домой. Он также говорит, что ей больше никогда не стоит делать ничего опасного, и она с радостью соглашается. Она уже собирается снова подбежать к Зему, но Ник и начальница останавливают ее. Внезапно Кадзума громко вздыхает, потому что тот, кого он так ждал, оказался обычным похитителем. Он полон решимости узнать, кто он такой, и уничтожить его за то, что он обманул его ожидания. Следуя желанию Кидзуны, вся команда отправляется в гильдию охотников за головами в стиле Дикого Запада. Они подходят к администратору и спрашивают о том, кто такой этот человек, но она слишком занята, чтобы обращать на них внимание, и красит ногти. Она видела только Ника и говорит, что они не могут просто так получить информацию о высокопоставленном преступнике, ничего не сделав. Однако Тиана и остальные понимают ее слова так, что за голову этого человека назначена большая награда, и администратор вынуждена поделиться информацией. Она показывает им плакат с разыскиваемым человеком по имени Хейл Харди, за которого назначена награда среднего уровня за их первое задание. Она громко говорит, что у выжившей команды не должно быть проблем с таким человеком, и ее слова привлекают всеобщее внимание. Все знают имена выживших, но некоторые люди завидуют, особенно темнокожий парень с хвостиком и повязкой на глазу. Он говорит, что охота за головами не для таких любителей, как они, но Тиана не позволит никому себя превзойти. Она заявляет, что они найдут этого крепкого парня и приведут его сюда, а мистер Хвост ставит на то, что они этого не сделают. Ему не стоило говорить ставка, потому что, услышав это, Тиана кладет на стол большой мешочек с монетами. Она предлагает Хвосту сделать то же самое, и он нервничает. Тиана говорит всем в гильдии, что они могут заработать немного денег, делая ставки. И вся гильдия превращается в большой игорный дом, где люди ставят на кон свои сбережения, чтобы выиграть в этом маленьком соревновании. Сью, Ник и команда добираются до самой бедной части трущоб, куда даже рыцари не осмеливаются заходить. Глава трущоб выходит их поприветствовать и спрашивает, зачем они пришли. Ник говорит, что они здесь ради охоты за головами, и предлагает деньги за информацию. Старик отказывается что-либо рассказывать о своей цели, но Ник хочет знать, не происходило ли в последнее время в этом районе чего-нибудь странного. Глава трущоб рассказывает о рождении щенков и всякой ерунде, поэтому команда решает искать свою цель самостоятельно. Однако, когда они уходят, глава трущоб дает им совет. Он просит их держаться подальше от человека по имени Налгава, когда тот работает. Он не рассказывает много о Налгаве, но настаивает, что это важный человек. Они углубляются в трущобы, и Кэрон начинает чувствовать неприятный запах. Они сталкиваются с бандитами, которые пытаются взять с них деньги, но Кэрон и Кидзуна быстро с ними расправляются, а Ник хватает главаря и спрашивает его о Хейле. Бандит сообщает ему, где находится Хейл, и просит хотя бы заплатить за информацию. Все просто игнорируют его, но Сем начинает приставать к парню, говоря, что тот скоро умрет.
Он пытается поставить ему диагноз и спрашивает, что с ним не так, а потом после небольшой перепалки бандит говорит, что уже давно не может нормально спать. Он возмущается, что посторонние люди вмешиваются в его жизнь, ничего в ней не понимая, но Коран говорит, что они понимают. Затем Сем протягивает бандиту мешочек с лекарствами, которые помогут ему успокоиться, и говорит, что это плата за информацию. В благодарность за лекарство бандит предупреждает Сема, что Хейл быстро бегает и может сбежать, если увидит, что они идут за ним. Вскоре они оказываются в районе, где живет Хейл, и Сем сочувствует людям, которые вынуждены жить в этой дыре. Кидзару замечает Хейла, который развлекается со своей девушкой. Ник выбивает дверь, напугав Хейла и его девушку. Ник говорит, что они пришли за наградой, и девушка убегает, а Хейл пытается отвлечь их и сбежать через окно. К несчастью для него, Кадзума уже там и не дает ему уйти. Хейла связывают и уводят, но тут появляется священник и останавливает Ника и его команду. Он спрашивает, куда они ведут его пациента, и Хейл называет его доктором Нильгавой. Суровый на вид священник пытается убедить искателей приключений, что никто не имеет права вмешиваться в лечение его пациентов. Но Ник говорит ему, что они здесь, чтобы получить награду за голову Хейла, который совершил почти все преступления, кроме убийства. Гальва называет Хейла дураком, который растрачивает свою жизнь, погрязнув в грехах, и говорит, что он может лечить только болезни, а не вину. Он говорит Мику, что не будет мешать ему забрать Хейла. Он добавляет, что у Хейла серьезное заболевание, называемое желтой демонической болезнью, и он хочет вылечить его в последний раз, прежде чем его заберут. Мик говорит старику, что его пациента могут казнить, и его лечение может оказаться бесполезным, но Сем говорит, что он не прав. Он говорит, что священники должны стараться спасти всех, кого могут, и тогда Налгава спрашивает его, не священник ли он. Сем поправляет его, говоря, что они оба бывшие священники. Затем он спрашивает Налгаву, почему тот оказался в таком месте, ведь священник, который лечит желтую демоническую болезнь, должен быть очень опытным. Мужчина не дает четкого ответа. Внезапно Кидзуна спрашивает лысого священника, слышал ли он о человеке-призраке, который похищает людей по ночам, и тот отвечает, что не слышал. Хейл смеется, говоря, что в этом месте полно похитителей, так что кому какое дело до одного человека. Но когда Алгама просит его быть сговорчивее, он рассказывает им о репортере, которая часто приходит сюда и угощает детей конфетами, чтобы поговорить с ними. После этого Ник и его команда отводят Хейла в гильдию охотников за головами, и администратор впечатлен тем, что они нашли его всего за один день. Затем Тиана идет к мистеру Хвасту и забирает все деньги, которые были собраны со ставок. Он пытается сказать ей, что часть этих денег принадлежит людям, которые тоже делали ставки на нее, но она игнорирует его и отдает деньги администратору. Тиана просит администратора купить на эти деньги как можно больше алкоголя, чем заинтриговывает всю гильдию. Все радуются и кричат, что Тиана знает толк в вечеринках, и даже Хвост понимает, что проиграл по всем фронтам. На следующий день похмельный администратор выдает им награду за поимку Хейла вместе с информацией о человеке-шаге. Там много расплывчатых и бессмысленных деталей о нем, например, как он чинит водосточные желоба и советует людям, которые засиживаются допоздна, идти спать. Надежной информации нет, и даже администратор советует им найти настоящих людей для поимки, а не воображаемых преступников. Ник говорит ей, что они на самом деле ищут похитителя, который выдает себя за человека-шаг. Администратор ничего не знает о похитителях, но знает человека, который угощает детей конфетами, чтобы поговорить с ними, и он сейчас здесь, в гильдии. Оказывается, это та самая писательница Оливия, которая сейчас разговаривает с Ранной. Ник и Зем смеются, но Кидзума немного удивлен. Он замечает, что не видел лица похитителя, но они были проворными и использовали цепи. Каэн отвечает, что когда Оливия упала на нее, она показалась ей слишком тяжелой, и, возможно, она обмотала ее цепями. Пока Ник смеется над этим, он быстро приказывает Кирану и Кидзуне заблокировать выходы, потому что теперь он подозревает Оливию. Он подходит к ней и спрашивает, что она делает, когда раздает детям конфеты. Оливия притворяется растерянной, а Зен обнимает начальницу и убегает. Затем Ник спрашивает Оливию, часто ли она путешествует как репортер, и она отвечает утвердительно. Он спрашивает, не приходится ли ей прыгать с крыши на крышу, и она притворяется, что не понимает. Затем он прямо спрашивает, где она была 2 ночи назад, и Оливия отвечает какими-то глупыми фразами. Но когда Ник спрашивает, зачем она забирает детей и кто она на самом деле, она понимает, что окружена. Внезапно она пинает стол и разбивает его на 2 части. Прежде чем Ник успевает среагировать, Оливия оказывается на крыше и убегает, проломив ее, а 2 части стола идеально встают на свои места. Позже все собираются в любимом заведении Зема и обсуждают, как странно было узнать, что Оливия и была тем самым Человеком-пауком. Они говорят, что она была слишком быстрой, и ее движения были не похожи ни на что они видели раньше. Кадзуна странно злится, потому что Оливия писала статьи о себе как о Человеке-пауке, и ему не нравится, что она пытается быть злой версией Питера Паркера в наше время. В этот момент начальница сообщает, что у них сегодня особенный гость. В комнату входит мускулистая мамочка, которая на самом деле мама Рены, и идет, опираясь на трость, и Рена сразу подбегает к ней. Ник знает женщину по имени Ада, потому что она много лет была членом партии Оранга. Ада вспоминает о своих приключениях, когда Ник рассказывает о них,
а потом говорит, что даже ходила в походы с парнем по имени Фиш, которого обожает Коран. Ада благодарит выживших за то, что они позаботились о ее дочери, и говорит, что теперь она не будет делать ничего безрассудного. Все соглашаются, и Рейна пытается уговорить Зема, называя его хозяином. Ада удивлена, услышав это, но Зем остается непреклонен. Он говорит Рейне, что когда видит девушек ее возраста, он приходит в ужас, потому что когда-то давно одна девушка обманула его, и он из-за нее провел несколько месяцев в тюрьме. После того, как он вышел из тюрьмы, у него появилась фобия к девушкам, которые были еще молоды. Он не мог с ними разговаривать, и иногда ему было трудно дышать. И он до сих пор немного страдает от этого. Рейна напоминает ему, что он защитил ее той ночью, и Зем говорит, что любой разумный человек поступил бы так же в той ситуации. Однако он признается, что, спасая Рейну, он надеялся, что сможет избавиться от проклятия, которое давно его мучает. Поэтому он хочет, чтобы Рейна подождала 15 лет. Адам неправильно понимает это и говорит Зему, что она не позволит своей дочери выйти за него замуж. Рейна вмешивается, чтобы прояснить ситуацию, и говорит, что Зем просто ее хозяин, потому что она будет осторожнее, когда будет выбирать парня. Все смеются над тем, что Зема отвергли, и после дружеской перепалки Ада все узнает. Она снова благодарит всех за спасение своей дочери, а затем говорит, что им не стоит больше охотиться на попрыгунью. Она говорит, что попрыгунья, скорее всего, та самая журналистка, слишком сильна для них, и Ник соглашается. Но он не собирается позволять ей похищать людей, когда ей вздумается. Он говорит Аде, что она не имеет права останавливать их, потому что они могут нацелиться на любого, у кого есть награда за голову. Ада тоже это знает, и на самом деле именно она придумала награду за голову попрыгуньи, чтобы заманивать искателей приключений на битву с ней. Теперь она хочет отказаться от охоты на Оливию и думает, что это должны делать рыцари. Но Ник кланяется ей и просит рассказать, как им стать достаточно сильными, чтобы победить похитительницу. Ада сначала угощает всех грибным супом, который очень вкусный, но Ник не понимает, зачем она это делает. Ада говорит, что использовала для супа волшебные грибы, которые раскроют их скрытый магический потенциал. Она знает, что для битвы с попрыгуньей нужно много двигаться, бегать и атаковать. Поэтому она считает, что правильно использовать магию – это ключ к победе. Ник отвечает, что он не очень силен в магии, а Таяна говорит, что не может использовать магию в ближнем бою. Зем говорит то же самое. Кирман говорит, что она может попробовать, но она не очень сильна в сложных вещах, требующих умственных усилий. Ада подразнивает их, говоря, что выжившие быстро сдаются. Затем она протягивает Керан магическую зажигалку и просит произнести ключевое слово «гореть», пропуская через нее свою магию. Керан пытается, но не может сосредоточиться и сдается. Затем Ада дает зажигалку Нику, который не уверен, что сможет это сделать. Но ему удается зажечь небольшой огонек с первой попытки, и его друзья впечатлены. Он сам удивлен, но говорит, что этот маленький огонек не поможет им победить Человека-шага. Ада говорит ему, что просто проверяла его магический потенциал и не просила использовать огненную магию. Затем она выпускает огромную вспышку света из зажигалки и говорит Нику, что если он будет много тренироваться, то тоже сможет это сделать. Вскоре после этого начинается тренировка. Ник идет по канату, а Эда говорит ему, что Человек-шаг использует два основных заклинания усиления – легкое тело и тяжелое тело. Поскольку Нику предстоит ближний бой, она хочет потренировать его с помощью легкого тела и просит его 10 раз прыгнуть на канате. Ник думает, что это будет легко, и начинает прыгать. Он каждый раз приземляется на канат без ошибок, и все думают, что он легко справится. Но на 9-м прыжке он оступается и сильно ударяется о пол. Однажды ночью девушка возвращается домой после того, как купила хлеба, и вдруг появляется Человек-шаг и уносит ее. К счастью, Кидзуна приходит туда и отталкивает Человека-шаг, а Керан успевает поймать девушку. Остальные члены команды окружают Человека-шаг и говорят, что ее игра окончена. Тем не менее, Ник все еще хочет убедиться, что за маской Человека-шага действительно Оливия, но не получает ответа. Вместо этого Человек-шаг просто убегает. Казуна считает, что поскольку Человек-шаг использует одновременно атакующие, защитные и иллюзорные заклинания, он либо очень талантлив, либо использует какой-то магический инструмент. Тиана говорит, что они знают человека, который разбирается в магических инструментах, и на следующий день Ник навещает Леона, который сидит в тюрьме. Угостив его вкусными мясными булочками, Ник спрашивает Леона, знает ли он о каком-нибудь инструменте, который может скрыть чье-то присутствие. Услышав это, тигр становится серьезным и отвечает, что скорее всего речь идет о драгоценном камне короля иллюзий, который обычно используется в другом магическом инструменте. Ник спрашивает, как можно противостоять этому, и Лиам отвечает, что чтобы разрушить иллюзию, нужно назвать имя того, кто ее создал. Но Ник назвал имя Оливии, и иллюзия не исчезла, значит, за маской кто-то другой. На следующий день Ник снова тренируется и на этот раз успешно делает сальто на канате. Это напоминает Нику, что он не тренировался так усердно с самого начала.
Он вспоминает, как его наставник Аргус учил его обращаться с мечом и, что важнее, говорил, что быть воином – это не просто использовать оружие. Сейчас Ник легко перепрыгивает с одной перекладины на другую, демонстрируя свою ловкость, прежде чем приземлиться на землю. В этот момент приходят его друзья. Ник рассказывает, что он ходил по домам, где протекала крыша, и разговаривал с людьми. Он понял, что так они могут выяснить, по каким маршрутам ходит человек-невидимка, потому что тот перепрыгивает с одной крыши на другую. Они посмотрели на карту, которую составили, и она привела их обратно в трущобы. Они спросили у местного лидера, есть ли у него какая-нибудь новая информация, но он ничего не смог им рассказать, кроме того, что умерли 2 щенка. Он добавил, что недавно на местное кладбище привезли тело девушки из трущоб. Но никто ничего о ней не знает, и он даже не помнит ее лица. Когда они возвращались из трущоб, их окружил густой туман, и Кидзуна почувствовал, что за ними кто-то следит. Он предупредил друзей телепатически, и тут вдруг с ближайшего дерева на них прыгнула Оливия. Она начала атаковать Ника приемами кунг-фу, но он использовал магию света и перепрыгнул через ее голову, чтобы избежать ударов. Увидев это, Оливия обвинила его в том, что он человек-невидимка, и Ник сказал ей, что это она. Она снова напала на него, и пока Ник уворачивался, Оливия мощным ударом разбила железные перила. Кидзуна присоединился к битве со своими клонами, но, к удивлению, Оливия тоже использовала магию клонов и быстро разобралась с ними. Все были в шоке, но Ник вспомнил слова Леоны и уверенно спросил, действительно ли она Оливия. Услышав это, Оливия снова начала вести себя как дура. Она сказала, что хотя он и обвинил ее в том, что она человек-невидимка, она не обижается на него. Ник сейчас в замешательстве и предлагает обсудить это. Оливия говорит, что она шагающий человек, но не тот, кто похищает людей. Она говорит, что раньше так называли всех, кто прыгал по крышам, но теперь кто-то этим пользуется. Ник замечает, что если бы она рассказала об этом в гильдии охотников за головами, все было бы намного проще, но ей все равно. Она с легкостью чинит покосившиеся перила, и Ник внезапно спрашивает ее о навыке клонирования, который она использовала. Она угрожает рассказать о Кадзуме, который использует древнюю магию, и он говорит, что тоже ее сдаст. Они решают пойти на компромисс и вместе поймать шагающего человека. Затем они идут в морг, где хранится тело девочки из трущоб. Они открывают гроб и не находят ничего странного, но Оливия просит всех подробно описать внешность девочки. Никто не может этого сделать, и тогда Оливия объясняет, что здесь что-то мешает их чувствам и когнитивным способностям. Они переворачивают тело девочки, и из ее тела выпадает маленький красный камень. Сем поднимает его, и Оливия говорит, что это, вероятно, осколок драгоценного камня короля иллюзий. Все удивляются, зачем кому-то скрывать личность мертвой девочки. Оливия ломает камень, чтобы избавиться от его воздействия, и они видят, что у девочки на руке старый ожог, а под шеей родинка. Зем осматривает ее глаза и видит, что они выглядят так, будто девушка лечилась от болезни желтого демона. Позже они ищут информацию о ней и узнают, что она была дочерью кузнеца и пропала месяц назад. Они решают вернуть тело девушки ее родителям, и Зем говорит, что они смогут отомстить за нее после этого. Ник спрашивает, выяснил ли он, кто такой этот человек, и Зем отвечает, что они должны остановить его любой ценой. Следующей ночью, когда Человек-ступень кружит по городу, используя свои цепи, Ник перехватывает его в воздухе и сбивает с ног. Они оба приземляются на крышу здания, и Человек-ступень говорит Нику, что его тело еще недостаточно развито, но боевые искусства у него хороши. Ник спрашивает, почему он продолжает совершать преступления по одной и той же схеме. Он хочет знать, самоуверен ли он или просто хочет, чтобы его поймали. Человек-ступень нападает на него, но Ник легко уклоняется и бросается вперед, чтобы атаковать. Он кричит, что понял, почему Человек-ступень похищает людей и почему их тела находят в трущобах. Они продолжают обмениваться ударами, и Человек-ступень говорит, что Ник еще не понял самого главного. Ник говорит, что он ошибается, и говорит, что ему всегда было интересно, почему такой опытный целитель, как Налгава, работает и публикует научные статьи в трущобах. Как только он произносит имя Налгавы, иллюзия рассеивается, и оказывается, что суровый на вид священник и был Человеком-ступенью. Он поздравляет Ника с его догадкой, и Ник отвечает, что у найденного ими трупа была желтая демоническая болезнь. Ник вслух задается вопросом, как болезнь, которая ограничена трущобами, может быть смертельной и заразной, если она не распространяется в главном городе. Он говорит, что за этим должен стоять человеческий фактор, и это все, что ему сказал Зем. Ник знает, что Налгава похищает людей, чтобы у него было больше подопытных, чтобы он мог найти эффективное лекарство от желтой демонической болезни. Налгава говорит, что им больше не о чем говорить, и Ник нападает на него. Он продолжает блокировать его атаки, но Ник подпрыгивает и наносит ему мощный удар ногой. Налгала блокирует его, предупреждая, что крыша не выдержит такого давления. Но именно поэтому Ник это и сделал.
Крыша трескается, и они оба падают на этаж ниже. Там Налгала обнаруживает, что окружен членами команды Ника, и даже путь к отступлению на крыше перекрыт. Зем подходит к нему и спрашивает, зачем он это делает. Он отвечает, что его дочь умерла от желтой демонической болезни, и Зем замечает, что он узнал об этом из своих исследований. Он говорит, что большинство людей думают, что желтая демоническая болезнь – это просто СПП, но однажды дочь Налгавы, ухаживая за больным, заразилась от него и вскоре умерла. Теперь, когда Альва немного успокоился, услышав это, он говорит, что его дочь просто хотела помогать людям. Но они начали распускать грязные слухи о том, что она была распутной девушкой, которая заразилась, занимаясь сексом. Они издевались над ней даже после ее смерти, и Налгава был в ярости. Поэтому он решил найти лекарство от этой болезни, чтобы отомстить за свою дочь, и ему было все равно, сколько безымянных людей погибнет в процессе. Зам спрашивает его, как он может быть таким жестоким и вдохновляющим одновременно. Налгава отвечает, что у каждого человека есть не только одна сторона личности, и ни одна из них не является ложной. Зам подходит к старому жрецу и рассказывает ему о девушке, которую они только что нашли на общем кладбище. Он говорит, что когда он отдал ее тело родителям и объяснил причину ее смерти, все в округе плакали. Зам говорит, что она не была просто безымянной девушкой, потому что даже если Налдава не заботился о ней, были люди, которым она была не безразлична. Налдава начинает смеяться и кашлять, говоря, что даже если они остановят его сейчас, проблема не решится волшебным образом. Он соглашается, говоря, что несмотря на это, они могут сделать только один шаг. Старый жрец встает, и вдруг Казуна чувствует чье-то приближение и предупреждает всех. Внезапно магический луч пронзает дверь и попадает Налгаве прямо в живот. Дверь выбивают, и туда входит человек в демонической броне, говоря Налгаве, что его время вышло. Он заходит внутрь, и Налгава спрашивает, зачем он здесь. Человек в броне отвечает, что предпочел бы помочь ему, но он уже сказал слишком много, поэтому он здесь, чтобы навсегда заставить его замолчать. Зам пытается исцелить Налгаву, но человек в броне отталкивает его, говоря, чтобы он поберег свою магию, потому что следующей будет команда Зама. Кервин и Тиана атакуют его огненными и ледяными заклинаниями, но он быстро уворачивается от обоих и отбрасывает их в сторону. Воспользовавшись моментом, Зем исцеляет Налгаву, который говорит ему, что он зря тратит время. Он говорит Зему, что тот поступает неправильно, когда его товарищи по команде в беде, а он думает о чем-то другом. Налгава говорит, что его доброта – это не доброта, а эгоизм, и из-за этого все здесь погибнут. Зем в шоке от этих слов, а Ник просит его объединиться с ним, потому что остальные выбыли из боя. Зем не может решиться, и в это время бронированный парень сбивает Ника с ног. Зем паникует, понимая, что из-за его нерешительности они потеряли еще один шанс. Он не знает, что делать, но тут он слышит телепатическое сообщение от Оливии, которая говорит, что даст ему время на раздумье. Внезапно Оливия появляется на крыше и отбрасывает бронированного парня. Она подходит к нему, называя его вором магических инструментов, исполнителем странных ритуалов и поставщиком оружия для поклонников бога-демона. Она знает парня по его белой маске, но он не знает, кто она такая. Оливия подробно описывает себя, и белая маска говорит, что ее излишняя осведомленность приведет к ее смерти. Он бросается на нее, но она останавливает его меч голыми руками, а затем, набрав скорость, атакует его сзади. Прежде чем белая маска успевает среагировать, Оливия обрушивает на него шквал атак и разбивает его маску, но она продолжает восстанавливаться, пока они разговаривают. Она поняла, что маска – это реликвия древней цивилизации, и ее атаки не могут ее пробить. Тем временем Мик и Зем наконец-то произносят заклинание Союза и сливаются друг с другом. Белая маска потрясена, увидев, что здесь используется древняя магия, и задается вопросом, не используют ли они священный клинок, который не применялся в последней войне. Союз земляков знает, что белая маска тоже использует что-то похожее, и он решает показать им это. Он использует свою особую силу и заключает убегающую Оливию в красную сферу. Он прижимает ее к земле, и Оливия не может даже подняться. Белая маска объясняет, что в красной сфере увеличена гравитация, температура и давление воздуха, и обычный человек не сможет долго там продержаться. В ответ она может только проклинать белую маску, и Зем хочет помочь ей, но Кидзуна запрещает ему это делать, потому что он тоже попадет в красную сферу. Внезапно белая маска нападает на них, и Зем каким-то образом блокирует мощный удар. Затем он использует свою превосходную подвижность, чтобы молниеносно атаковать белую маску, которой трудно защищаться от быстрых ударов. Он еще больше удивляется, когда видит, что Зем вращается в воздухе, создавая невидимые точки опоры. Из-за этого он теряет концентрацию на красной сфере, и ограничения на Оливию тоже ослабевают. Она встает и разбивает красную сферу своей магией, а затем бросает в белую маску тяжелый горшок. Он каким-то образом уворачивается, а затем бросается на Зема, предугадав его траекторию. Ему удается нанести удар, но оказывается, что это именно то, чего хотел Зем.
Внезапно Кицуна в форме креста летит прямо на белую маску и ударяет его по лицу. Все думают, что игра окончена, но белая маска просто достает из маски оружие, которое мгновенно исцеляет его. Он признает, что они сильнее, чем он думал, и что сейчас он был в опасности. Поэтому он просто убегает, устроив взрыв. Здание разрушено, но, к счастью, никто не пострадал. Ну, кроме Налгавы, который оказался под завалами. Зем и Куран бросаются ему на помощь, но Оливия их останавливает. Налгава говорит Зему, что ему уже поздно помогать, потому что он тоже заражен болезнью желтого демона. Он просит их оставить его и бежать, пока здание не рухнуло, но Зем все равно накладывает на него обезболивающее заклинание. Здание начинает рушиться, и Налгава говорит, что расскажет своей дочери на небесах историю о том, как сражался с искателями приключений, и ей это точно понравится. Зему и остальным приходится бежать, когда здание рушится, и через несколько минут от него остается только груда обломков. Зем скорбит о смерти Налгавы, а Куран говорит ему, что не стоит так грустить, потому что в конце концов он спас душу старого священника. Услышав это, он снова начинает плакать. На этом дело о шагающем человеке заканчивается, но Оливия говорит, что расслабляться еще рано. Белая маска все еще на свободе, и есть люди, которые контролируют его, и они еще сильнее, чем он. Она утверждает, что если его хозяева разрешили ему использовать запрещенное оружие, то ситуация серьезнее, чем они думают. Не будем об этом говорить. Ник спрашивает Оливию, кто она такая, потому что она слишком сильна и умна для обычного репортера. Все остальные тоже просят ее раскрыть свою личность, потому что они товарищи по команде, которые сражались вместе. Оливия наклоняется к Адзуми и спрашивает, не он ли меч Ус, и он кивает. Тогда она решает открыться и говорит всем, что она программа боевой подготовки против демонов, также известная как Меч войны. После битвы с Белой маской выжившие возвращаются в свои комнаты и проводят много времени бездельничая. Они восстанавливаются после полученных ран и приводят мысли в порядок. Кадзуму беспокоит то, что они ведут себя так только потому, что им сейчас нечего делать. Внезапно Ник встает с кровати и достает из ящика сломанный меч, который вызывает у него много воспоминаний. Когда Ник был совсем маленьким, он вместе с родителями направлялся в город-лабиринт, но на их карету напали. Маленький Ник ничего не понимал, но его мама быстро открыла потайной отсек, где они хранили все свои деньги, и посадила туда Ника. Она сказала ему, что мама и папа очень его любят, и закрыла за ним дверь. Ник все еще ничего не понимал, когда услышал звон мечей и звуки борьбы снаружи. Вскоре один из напавших на них бандитов вошел в карету и начал осматривать добычу. Он заметил потайной отсек под бочкой и попытался открыть его, но Ник к тому времени уже сбежал. Ник столкнулся с Аргусом, который выхватил кинжал, увидев его. Но он использовал его, чтобы убить бандита, который приближался к ним. Затем Аргус обнял Ника и извинился, сказав, что опоздал и не смог спасти его друзей от бандитов. После этого Аргус взял Ника под опеку и обучил его быть искателем приключений. Он взял его с собой на первое задание, где они столкнулись со слизнями, и постоянно говорил ему, что искатели приключений должны доверять друг другу, но не терять бдительность. Тогда Ник был еще неуклюжим, и Аргус смеялся, когда он поскальзывался на слизнях. Вскоре Аргус подарил ему короткий меч, когда он стал настоящим искателем приключений, но этот меч был сломан в бою с монстром. Сейчас у Ника тот же сломанный меч, с которым связано столько воспоминаний. Он вспоминает, как Аргус выгнал его из отряда, и думает, что если бы он поступил по-другому, то мог бы остаться там. Он засыпает, думая о прошлом, и просыпается, когда начинается дождь. Ник встает с кровати и садится на нее, а затем слышит знакомый голос. Он вылезает в окно и с удивлением видит Агату, которая идет по дороге и что-то напевает себе под нос. Она беспокоится, потому что дождь, похоже, не собирается прекращаться, и тут Ник опускает зонтик, который она подарила ему при их первой встрече. Она благодарит его и спрашивает, как его зовут, потому что раньше ей было все равно. Ник говорит ей, что он бездомный пес, который любит айдолов, и она просто улыбается. Они говорят о том, что в день их первой встречи тоже шел дождь, и Агата нежно шепчет, что она тоже спаслась благодаря этому дню. Они продолжают разговаривать, и хотя у Ника уже устала рука держать зонт, Агата просит его не бросать его, пока не закончится дождь, но дождь только усиливается. Тем временем Зем в трущобах работает в клинике Налгавы после его смерти и общается с пациентами. Он чувствует, что жители трущоб действительно уважали Налгаву, а значит, он был хорошим врачом, несмотря на свою темную сторону. Зем чувствует, что пытается занять место Налгавы, чтобы оплакать его. В другой части города просыпается Таяна. Она смотрит на Луну и думает о том, что в последнее время жизнь кажется ей слишком скучной. Она чувствует, что отдалилась от своей привычной жизни, но все равно идет играть на скачках, чтобы все оставалось как прежде. Хотя никто не причиняет ей боли, не предает ее, и хотя она выигрывает в азартных играх, ей все равно скучно. На следующий день группа собирается в своем обычном месте, и Керан приходит последней. Она нервно спрашивает, все ли у них в порядке, и они отвечают, что да. Кидзуна замечает, что обувь и халат Зема грязные, и спрашивает, работает ли он все еще в трущобах.
Зем подтверждает это, но напоминает Кидзуне, что они не должны вмешиваться в личную жизнь друг друга. Ночью, когда Зем сидит в своей клинике, туда приходит Кидзуна. Он обещает, что пришел не для того, чтобы вмешиваться, а просто чтобы быть его телохранителем, потому что в трущобах может быть опасно. На следующий день они снова встречаются, и Каран спрашивает, все ли поели. Они отвечают, что позавтракали, а она говорит, что пойдет перекусит одна. Пока она идет одна, Керн думает о предательстве Келли. Она признается, что несмотря на предательство, ей было весело проводить время с ним и остальными. Но она не может простить ему кражу драгоценности короля драконов. Размышляя об этом, она встречает новенькую, которую обманул тот же продавец, что и ее в прошлый раз. Она преподает продавцу урок и отпускает девушку, когда вдруг появляются ее друзья. Она удивлена, увидев их, и они говорят, что пришли посмотреть на подготовку к фестивалю «Летняя зелень». Каран не особо интересуется фестивалем, но раз там будет еда, она хочет попробовать. Она начинает думать, исчезнет ли ее ненависть и желание отомстить, если она будет жить счастливо со своими друзьями, но ей кажется все равно. В этот момент к ним подбегает Оливия и кричит, что у нее важные новости. Она пытается всех спрятать, и только Кидзуна попадается на ее уловку. Тиана читает статью в журнале, в которой говорится, что легендарный темный бог-демон вот-вот возродится. Тиана и Ник говорят ей, чтобы она не распространяла фейковые новости, но Оливия уверенно отвечает, что у нее есть надежный источник. Этим источником является старый добрый «доверяй мне, брат», и никого это не устраивает. Однако Оливия говорит, что у нее есть подозрения насчет черного рынка, откуда Белая Маска получил драгоценность короля дракона. Каран внезапно спрашивает ее, не связана ли она с черным рынком, где продают драгоценности короля дракона. Она говорит своим друзьям, что хоть ей весело с ними, она все еще не может забыть свое прошлое. Тиана говорит, что ей не о чем беспокоиться, и она должна разобраться со своим прошлым и противостоять ему. Однако на этот раз она не собирается идти одна, потому что все пойдут с ней. Зем и Ник тоже соглашаются, и Оливия говорит, что на черном рынке они могут найти какие-нибудь подсказки о Белой Маске. Она хочет найти его, а потом его боссов и продолжать поиски, пока не доберется до главного злодея этого мира и не победит его. Кидзане это нравится, а Мик думает, что Оливия снова им манипулирует. На этот раз все остальные тоже стали жертвами манипуляций Оливии, и Нику ничего не остается, кроме как неохотно присоединиться к ним. Как только он поднимает руку, позади них начинается фейерверк. Они оборачиваются и видят, что фестиваль уже начался, поэтому сразу же идут туда. Ник покупает сладкую вату и отдает ее Леону в тюрьме. Все остальные тоже смотрят фейерверк, а Керман идет в ресторан, куда ее привела спасенная ранее девушка-кошка. Так получилось, что ресторан принадлежит бывшему парню Агаты Дэнни. Агата тоже выступает на фестивале, и Ник болеет за нее, а Тиана снова играет в азартные игры. Тем временем Казуна и Оливия сидят вместе и разговаривают как два легендарных артефакта. Он спрашивает ее, что она думает о выживших, как о мече войны, который учит людей сражаться с демонами. Оливия говорит, что однажды они уничтожат бога-демона, но этот день еще не настал.